Меня зовут Синтия, я из Руанды, но живу в Свазиленд, и я сейчас учусь на прикладной информатике. Я с детства любила технологии, поэтому я решила этот специально, и я люблю программирование и технологии совсем, поэтому я решила прикладной информатике. Когда я была маленькая, папа мне купил компьютер. Но, конечно, это не моя. Он сказал, это твой компьютер, но, конечно, это его компьютер. Я просто могу использовать это. Я здесь приехала, потому что старшая сестра здесь была, и все еще здесь. Она на медицинский и последний курс. Первый я думала, что я не знаю, как я буду. Я не знала, как говорить вообще. Русский было трудно, очень сейчас тоже. И человек других, культура другая. Но все хорошо сейчас и так далее. Но сейчас мне очень нравится в Тамбове. Много людей, которые не в России, они думают, что русские люди — это плохой человек, потому что, я думаю, они смотрят фильм, все русские — это плохие человек. Но я отметила, что русский человек, они неплохо вообще, и они хорошие люди, у них есть мотивация в жизни. Моя семья любит поют, люблю музыку, и значит, все люди поют, поэтому я тоже пою. И я начала, когда я была очень маленькая, и я люблю музыку спокойно, поэтому я пою музыку спокойно. Вы знаете Риhanna? Я люблю она, но не как артист, но как человек. У нее много вещей в жизни, которые она делает, которые у нее есть, поэтому я тоже хочу быть как она. Я думаю, к мне музыку или петь — это изнутри. А сестра всегда за сценой, и она всегда меня поддерживает. Я выиграла первый вице-мисс университет в этом году. Я не думала, что я могу вообще. Я не думала, что я буду выиграть, но это было, и я очень рада. Да. Я не думаю, что красота — это визаж. Визаж — это не видно как физика, это что у тебя внутри, как человек. У меня много друзей-фотографов. Они всегда мне говорят, что Синтия, надо быть модель, надо стать жизнью как модель, потому что у тебя все. Но я сказала, это не что я хочу в моей жизни. Но если эта возможность пришла, я могу, но не знаю, я не хочу, я не вижу себя как модель. Знания, которые я получаю в ТГУ, я хочу использовать, чтобы сделать жизнь других лучше. Чтобы мои родители мной родились, чтобы мои успехи дали им уважение и почет, который они заслуживают. Меня зовут Романова Лена, я учусь на 4 курсе на юриста, и я играю в театре. Мне была интересна юриспруденция, актерское мастерство и все, что связано с театром. Это хобби, это то, где я отдыхаю душой и сердцем, где у меня есть альтернативная возможность показать себя. Любительский театр, в первую очередь, это возможность донести зрителю то, что ты сам думаешь, хотя ты не являешься профессионалом. То есть ты условно просто обычный человек, и тебя от зрителя отличает только тот факт, что ты вышел на сцену, и ты говоришь. Все.
Если твои слова повлияют на 2, 3, там, 5, 10 человек, что-то для себя вынесут, что-то поймут, что-то, может быть, изменят в своем поведении, в своем мировоззрении, я буду считать то, что я уже очень большое дело сделала. Это миф, то, что юристы суперсерьезные люди на самом деле. Это не так. Если пообщаться с ними чуть ближе, то можно увидеть то, что они, может быть, более творческие, чем представители творческих профессий на самом деле. Юриспруденция и юрист — это та профессия, которая важна, даже в принципе, если ты не хочешь быть юристом, это просто очень полезно для жизни. Ты просто можешь понимать, в каких ситуациях, на что ты можешь рассчитывать, что ты обязан делать и на что имеешь право. Я поняла, что институт и студенчество — это то место и то время, когда ты можешь заниматься тем, чем тебе интересно. Люди думают, что вот я пришел учиться на менеджера, все, я вот как бы в этих рамках. Нет, это не так, и я пытаюсь и своим примером, и в принципе примером множества людей показать, насколько многогранна и интересна может быть деятельность в период обучения. Мама отвела в театральной студии. Театральная студия «Кавардак» — это то самое место, где ты приходишь, и ты прям сразу чувствуешь себя как дома, потому что там все такие же, как и ты, люди разных возрастов, разных профессий, которые получают абсолютно разное образование, экономист, юрист, вообще спортсмен. Ты даришь им энергию, ты получаешь энергию в 3 раза больше, и поэтому даже если ты уставший или болеешь, или тебе неприятно и ты злой, то уйти оттуда таким же угрюмым будет сложно. Подготовка к спектаклям, когда сначала все серьезно подходят к учить текст, выходить на сцену, подготовить реквизит, все это выглядит очень серьезно, а когда чем ближе к спектаклю, тем темп наращивается, все начинают бегать, чего-то искать, и вот эта атмосфера маленького хаоса, в котором ты знаешь, где конкретно твое место, и каждый знает, где его место, и поэтому со стороны это выглядит беспорядком и кавардаком, но ты знаешь, насколько все собраны, и насколько все сконцентрированы, и насколько все потом в результате будет отлично. Забываешь все свои страхи, иногда забываешь текст, конечно, но не так часто, и ты просто плывешь по течению, потому что та связь, которая образуется между тобой и зрителем, та связь, которая образуется между тобой и партнерами на сцене, это что-то невероятное, это можно только понять, когда ты испытаешь это. Каждая роль отзывается в тебе немного чем-то, потому что ты в любом случае пытаешься говорить словами автора, а автор все равно закладывает какие-то очень умные, глубокие мысли, поэтому сейчас мы делаем спектакль «Какое у войны лицо», когда мы рассказываем о жизни женщин во время Великой Отечественной войны, и, наверное, это то, что не так часто рассказывается, не так афишируется, и ты просто пропускаешь это через себя, понимаешь, как люди жили, и какая-то такая историческая память в тебе пробуждается. Это очень ценно, мне кажется. Я бы сказала, что мне больше нравится не самой конкретно выступать на сцене, а организовывать весь этот процесс. Поэтому в дальнейшем никто не отменял того факта, что когда-нибудь я буду каким-нибудь помощником режиссера или что-то такое. Как ни странно, мой режиссерский опыт ограничивается пока миллионом институтских мероприятий. Это посвящение студента, День юриста, студенческая весна, последний звонок выпускной. Вся эта красота. Мне очень нравится писать сценарий, продумывать концепции мероприятия, искать людей на конкретные роли и в итоге потом выстраивать всю эту концепцию на сцене, мне вот доставляет это истинное удовольствие. Все еще придерживаюсь того принципа, что ты сам себе создаешь настроение, ты сам себе создаешь атмосферу, ты создаешь свое окружение, поэтому, соответственно, как ты себя ведешь, то с тобой в жизни происходит. Насколько позитивно ты мыслишь, такие ситуации с тобой случаются.